Привет! Сегодня я собрал для вас сумасшедшие моменты нападений белого медведя на оленей, моржей, китов и даже на людей. К сожалению, браконьерство и природные катаклизмы поставили этого полярного хищника в ряды исчезающих животных, что заставляет его искать для себя нетипичное пропитание. Некоторые атаки заканчиваются благополучно, но кое-что точно повергнет вас в шок. Поехали! Польские ученые, работающие в Арктике, засняли редчайшее событие – полярного медведя, который охотится не на морское, а на наземное животное. Хотя атака произошла в воде, это поведение для северного хищника стало настоящей сенсацией, зафиксированной на видео. На записи можно увидеть, как молодая самка полярного медведя преследует самца оленя, оказавшегося в море. Видеоролик начинается уже в момент, когда животные находятся в воде. Однако медведица, скорее всего, загнала свою жертву с берега в воду, выбрав более удобную для себя среду для охоты. Силы были явно неравны, и медведица, совершив пару движений, быстро убивает оленя, после чего вытаскивает его на берег, чтобы поесть. Через несколько дней эту самку снова заметили поедающей оленину. Такие действия белых медведей наблюдаются впервые. Эти события произошли в конце августа 2021 года. Ученые подвели итог своих наблюдений и опубликовали статью в журнале Polar Biology. Изабелла Кулашевич, ведущий автор исследования и биолог из Гданьского университета, поделилась, что, наблюдая за охотой медведя, она чувствовала себя как зритель документального фильма о природе. Белый медведь является крупнейшим хищником среди млекопитающих, за исключением китов и ластоногих. Эти могучие животные проводят большую часть своей жизни на льду или в воде, охотясь на морских животных. На архипелаге Шпицберген северные олени и полярные медведи долгое время сосуществовали мирно, и олени редко сталкивались с угрозой от медведей. Однако последние исследования показывают, что эта идиллия нарушена. Медведи начали охотиться на оленей, что связано с изменением климата. Поскольку лед становится все тоньше, медведям приходится менять свои привычки, адаптируясь к новым условиям. На Свальбарде, норвежском архипелаге в Северном Ледовитом океане, сегодня обитает около 300 белых медведей и около 20 тысяч северных оленей. Хищники, как и раньше, зимой переходят на острова по льду, чтобы залечь в спячку или переждать холодное время года. Однако с каждым годом все больше медведей остается на архипелаге круглый год, потому что из-за потепления океан почти не замерзает, что вынуждает животных менять свои привычки. На севере России, полуострове Ямал-Вахтовики, засняли необычное происшествие, когда белый медведь охотился на полярных лисиц прямо возле жилых вагончиков. На видео видно, как медведь сначала роется в мусорном контейнере в поисках пищи, а затем хватает одну из лисиц. Все это происходило на расстоянии не более 32 футов от людей, но ни медведь, ни вахтовики не обращали внимания на столь близкое соседство. Белые медведи по своей природе одиночки проводят большую часть времени вдали от сородичей. Когда они испытывают голод, даже огромная стая моржей не станет для них помехой. В этом видео зафиксирован интересный момент, когда медведь, охваченный голодом, начал нападать на моржей, несмотря на их численное преимущество. Хотя медведь и является главной угрозой для моржей, не каждый морж становится легкой добычей. Взрослый и сильный морж способен дать отпор хищнику. Его прочная шкура и мощные клыки могут нанести медведю серьезные травмы. Поэтому белые медведи часто выбирают для нападения более уязвимых особей. В данном случае паника охватила стадо моржей, и они поспешили в море, где чувствуют себя в безопасности. Моржи, как правило, более защищены в воде. В этой среде они намного быстрее и ловчее медведей, что дает им преимущество в случае столкновения. Законы природы беспощадны. Чтобы выжить, нужно бороться до последнего, не показывая слабости, иначе хищник не оставит шансов. В воде моржи могут более эффективно избегать атаки медведя и легко вырваться из его лап. На видео медведь настойчиво подбирался к моржам, пытаясь найти наиболее уязвимую жертву. Несмотря на численное превосходство моржей и их грозные клыки, хищник не останавливался. Он пытался атаковать крайние особи, чтобы не привлекать внимание других, но несколько его попыток не увенчались успехом. Моржи с легкостью избегали его атак, продолжая двигаться в сторону воды, где им было легче уклоняться от опасности. В 1994 году 29-летняя австралийка Кэтрин Варбертон решила, что лучшим способом сделать отличные снимки белых медведей будет перелезть через два ограждения и попасть в вольер, где они находились. Этот инцидент произошел в зоопарке города Анкоридж на Аляске. Кэтрин стремилась запечатлеть медведей с близкого расстояния. Как только она оказалась в вольере, один из медведей начал нападать на нее, но проходившие мимо люди успели отбить хищника с помощью найденных палок. Женщина получила несколько серьезных укусов и перелом ноги. Однако, несмотря на травмы, ей повезло, что медведь не повредил бедренную артерию, ведь в таком случае последствия могли быть гораздо более серьезными. Другой инцидент произошел в апреле 2009 года, когда 32
42-летняя женщина посетила берлинский зоопарк и решила поплавать с белыми медведями. Она перелезла через ограждение и прыгнула в воду, где в тот момент находились 4 огромных белых медведя, ожидающие кормежки. Несмотря на попытки сотрудников зоопарка отвлечь животных и успокоить их, один из медведей, лидер стаи, несколько раз укусил женщину. К счастью, ее удалось быстро вытащить из воды с помощью веревки. Позже выяснилось, что женщина прыгнула в вольер не случайно. Она была учительницей, потерявшей работу, и страдала от сильной депрессии. В момент отчаяния ей пришла в голову эта экстремальная идея как способ покончить с жизнью. Тюлени являются основной пищей для белых медведей, составляя значительную часть их рациона. Хотя время от времени медведи могут охотиться и на другие виды животных. На видео зафиксирован момент, когда медведь неожиданно выныривает из воды и нападает на тюленя. Тюлень пытается скрыться под водой, но медведь не отступает и продолжает преследовать свою добычу. Вскоре он выныривает с тюленем в зубах, одерживая победу в этой схватке. Белые медведи испытывают на себе последствия глобального потепления сильнее, чем многие другие виды животных. Еще одним доказательством этого стал случай, зафиксированный на видео, когда медведица с медвежонком не смогли добыть себе пищу. На записи видно, как медведица с медвежонком замечают 2 моржей, лежащих на берегу. Мать осторожно проверяет их состояние, понимая, что в случае столкновения с взрослым моржом у нее практически нет шансов. К сожалению, оба моржа были в хорошем состоянии, и, не добившись желаемого, медвежье семейство покидает это место в поисках другой пищи. Эксперты отмечают, что в таких ситуациях особенно тяжело приходится медвежонку. При дефиците пищи медведицы часто теряют молоко и вынуждены отправляться на охоту, но взрослые особи могут продержаться намного дольше благодаря запасам жира. Точная дальнейшая судьба медвежонка неизвестна, но по мнению специалистов он мог погибнуть вскоре после съемок. Хотя шанс выжить все же был, если бы удача улыбнулась и пища была найдена вовремя. 13 января 2021 года в одном из поселков Якутии был зафиксирован необычный и тревожный инцидент. Бродячая белая медведица с 2 медвежатами пыталась отбиться от стаи собак. Это стало предметом съемки очевидцев, запечатлевших все происходящее на мобильные телефоны. На видео видно, как медвежата прижимаются к своей матери, а стая собак агрессивно пытается укусить медведицу. В ответ на это она старательно отходила от собак, временами пытаясь дать отпор. Как закончился конфликт, неясно, так как запись обрывается в самом разгаре борьбы. Для белых медведей в Якутии и других районах их ареала с каждым годом возникает все больше проблем, связанных с зимовкой. Из-за отсутствия снега и позднего образования льда, а также сокращения ледового покрова в Арктике, медведи сталкиваются с трудностями, вынуждая их искать новые пути для выживания. В национальном парке Русская Арктика была зафиксирована сцена с 2 белыми медведями, которые поссорились из-за еды. Конфликт был снят на камеру, установленную в парке. На кадрах видно, как медведи встают на задние лапы, рыча друг на друга. Затем они соприкасаются мордами и продолжают совместно поедать тушу мертвого животного. Этот момент был зафиксирован на берегу мыса Желания. В Якутии белые медведи проявили необычное поведение, облюбовав КАМАЗ. Сначала группа медведей активно преследовала грузовик, а затем ситуация приняла более решительный поворот. На видео видно, как 4 медведя гонятся за грузовиком. Одному из них удается зацепиться за борт кузова и забраться внутрь, а другому даже удается обогнать машину. Однако видео обрывается на этом моменте, и дальнейший исход погони остается неизвестным. Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт опубликовал видео необычного инцидента, который произошел вблизи ледовой базы мыс Бараново на Северной Земле. Согласно информации, молодой белый медведь, выглядевший измотанным и истощенным, попытался приблизиться к крупнейшей российской полярной гидрометеорологической станции. На пути хищника встал пес по имени Рэм, верный охранник базы. Рэм смело вступил в схватку с медведем, не допустив его продвижения к обсерватории. По данным института, инцидент завершился благополучно. Медведя удалось отогнать на припай пролива Шакальского, где он мог найти себе пищу и продолжить свою жизнь в привычных условиях. В документальном фильме «7 миров. Одна планета» сэра Дэвида Аттенбора рассказывается о поразительной стратегии выживания животных, наблюдаемой в Гудзоновом заливе, Канада. В одном из эпизодов белый медведь решается на рискованный поступок, прыгнув на белуху в отчаянной попытке избежать голода. Медведь терпеливо ждал на скалах, прежде чем прыгнуть на проплывавшего мимо кита и добраться до берега. Сэр Дэвид Аттенбора назвал эту тактику поразительной стратегией выживания, подчеркнув важность точного расчета времени. В фильме сэр Дэвид отмечает, что небольшая группа медведей смогла найти уникальный способ пережить трудные летние месяцы. Такое поведение животных было зафиксировано исключительно в этом удаленном уголке Северной Америки и стало заметным лишь в последние годы.
В конце октября 2020 года один любитель дикой природы, проводивший время в туристическом комплексе Нанук-Лодж, расположенном на берегу Гудзонова залива в Арктике, провинция Манитоба, Канада, стал свидетелем необычного столкновения между дикими животными. Идя вдоль побережья, белый медведь привлек внимание группы голодных волков. С каждым шагом количество хищников увеличивалось, и медведю пришлось проявить свой характер, показывая, что он не собирается легко сдаваться. Вскоре волки поняли, что медведь слишком велик и силен, чтобы его одолеть, и решили отступить. Автор видео, комментируя этот инцидент, отметил: это редкое поведение, так как волки обычно избегают преследования крупных белых медведей из-за высокого риска травм. Медведь ушел без вреда. Во время экспедиции исследовательского судна National Geographic у фьорда Бучан-Гулф в Канаде ученым удалось увидеть, белый медведь вытаскивал на берег побежденного им нарвала. К сожалению, у них не получилось увидеть саму схватку. Поэтому, как это произошло, можно только догадываться. Скорее всего, хищник ждал нарвала, когда тот проплывал рядом с берегом. Затем медведица, а это скорее всего была она, прыгнула на спину проплывающему животному. Единственный способ, которым она могла убить его, это серьезное повреждение в районе дыхала. В этом случае нарвал может нырнуть глубоко, чтобы медведь его отпустил. Если рана слишком глубокая, нарвал может заглотнуть воду и погибнуть. Вероятно, именно это и произошло в данном случае. Однако теперь у медведицы возникла другая проблема. Как вытащить нарвала из воды? Скалы очень скользкие и крутые, а туша убитого млекопитающего гораздо тяжелее веса самой хищницы. На кадрах видно, как она делает несколько попыток затащить нарвала на камни, но все они оказываются неудачными. В итоге она снова погружается в воду и вместе с добычей отправляется на поиски более удачного места для выхода на берег. Будем надеяться, что ей удалось это сделать. Участникам арктической экспедиции National Geographic удалось стать свидетелями крайне жестокого эпизода охоты. В шокирующем видео, снятом непосредственно на месте, запечатлено, как белый медведь преследует самку с медвежонком, отбирает малыша у матери и затем приступает к поеданию. Эксперты объясняют, что подобное поведение может быть частью естественного отбора в дикой природе. Когда привычные источники пищи исчезают, хищник вынужден искать любые доступные объекты для пропитания. Каннибализм среди медведей может снижать количество конкурентов и помогать выжить в условиях дефицита ресурсов. Нетипичный поведенческий механизм вместе с другими факторами, такими как браконьерство и нефтяные разливы, влияет на численность популяции белых медведей. Согласно Международному союзу охраны природы, в мире насчитывается около 30 тысяч этих животных, и их вид классифицируется как уязвимый. Если экологическая ситуация не улучшится, через 34,5 года численность белых медведей может сократиться на 30%. А теперь, друзья, я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего Telegram-бота. Ссылка в описании. На сегодня это все. Благодарю за просмотр.